Добрый день, дорогие друзья! С вами художник Александр Милюков. Перед вами одна из моих работ, которая называется «Рассвет». По этой картине я создал свой первый онлайн-курс, который прошло уже более 40 человек. Вот. Целью и задачей этого курса было ознакомить обучающихся с основами классической многослойной пейзажной живописи. Потому что я заметил, что большинство курсов, что предлагают в интернете, не соответствует классическому пейзажному построению картины. И все сводится к тому, что этапы создания работы скомканы, и все это умещено в одно или два занятия. Конечно, качество подобных работ оставляет желать лучшего, и поэтому я решил сделать онлайн-курс, на котором мы бы изучали произведения произведения художников, добившихся успеха в пейзажной живописи, именно работающих в классической манере. В этом курсе я понемногу взял от разных художников те технические приемы, что я знал, и на примере этих мы создавали эту работу. Здесь присутствовал на основе работ таких мастеров, как Айвазовский, Тернер, Каменев, Лагорио, Васильев, Саврасов. Вот. Я старался, это очень уважаемые мной мастера, и я старался взять самое лучшее из их техники и воплотить это все в этой пейзажной работе. Весь онлайн-курс я разбил на 4 занятия, где постепенно мы все это изучали и постепенно работали над пейзажем. Прошедшее обучение достиг каждый своего результата из обучающихся на курсе. И некоторые обучающиеся очень удивили меня, потому что я сам не ожидал, что от онлайн курса можно достичь таких результатов. Вот, тем более, что я понял, что работа с группой, которую мы вели в отдельной закрытой группе, тоже очень сильно помогает совершенствовать свое мастерство. Потому что, когда работаем в группе, и я проводил разборы работ участников, то каждый видел сильные и, может быть, слабые стороны работ. И на этих примерах проще понять то, что я пытался донести, и практически все это поняли и создали свои индивидуальные варианты этой работы. Вот. Эту работу я оставил себе на память и не стал ее продавать, потому что вполне был ей доволен. Но все же я сейчас, вот по прошествии некоторого времени, решил внести сюда еще один акцент. То есть иногда хочется что-то добавить в работу, чтобы работа смотрелась интереснее, хотя и так, в принципе, тут все я устраивал, но как-то вот правая и левая части все же мне немножко показались похожими, и я решил
разнообразить еще, как сказать, довести работу до такого еще более композиционного совершенства и добавить один акцент. Я решил добавить костер в эту работу. И сейчас я решил создать небольшой мастер-класс как дополнение к этому онлайн-курсу. То есть этот мастер-класс покажет вам, как написать костер, ввести его в работу, гармонично его туда вписать. Этот костер можно, я думаю, добавить не обязательно в этот пейзаж, а в любой другой пейзаж. Просто, это как элемент пейзажа я решил сделать такой дополнительный мастер-класс и показать вам, как писать огонь, дым дым от костра, и как его погрузить в пространство холста, чтобы он гармонично там смотрелся. Итак, сейчас, конечно, перед этим мастер-классом я подготовил работу для того, чтобы написать костер. То есть, что я сделал? Сначала я немножко выровнял фактуру этого участка, где будет костер, лезвием безопасной бритвы немножко так поскреб, чтобы она поровнее так была, потому что у нас тут такие фактурные участки есть. Вот. Затем я обезжирил участок разбавителем номер 4 художественным. И затем, когда он быстро испарился, протер это тончайшим слоем уплотненного льняного масла. И вот после этого этот участок, где мы будем писать костер, уже готов к работе. И сейчас мы будем приступать. Так, вот здесь он будет у нас располагаться. Так, в качестве разбавителя я беру разбавитель номер 4. Так, что здесь нужно прежде всего знать? Так, что от костра, костер, он имеет такой оранжеватый, оттенок огня. И этот оттенок, такой красновато-оранжеватый, он влияет на окружающую среду. Вот, примерно я сейчас размещу, примерно намечу, где он у меня будет. Вот здесь вот полагаться. Вот, и нам нужно вот этот участок подготовить, чтобы показать, что этот огонь, он освещает, производит влияние на все вот это вот, зелень вот эту вот тут. И отличается от рассветного вот этого мягкого света солнца. То есть здесь у нас будет искусственный источник света, и здесь природный, Итак, значит, здесь у меня краски в основном теплые, Так, вот в углу у меня белила. Здесь идет кадмий желтый светлый, кадмий оранжевый, кадмий красный. Чуть-чуть охры, может быть, пригодится. И здесь у меня две краски, такие коричневатые. Это Марс коричневый, темный, прозрачный. И это Умбра натуральная ленинградская. В принципе, можно и обойтись и одной бы. Тут много красок не надо. Посмотрим, какая тут, возможно, подойдет. Попробуем с этой. Если не получится что-то, то можно добавить Умбры. Итак, значит, нам нужно... Пока что я стараюсь брать вот такую полупрозрачную лессировку сделать. Вот. Я вот беру вот Марс коричневый. Разбавителя пока что вообще стараюсь не брать. Возьму немножко оранжевого.
И делаю вот здесь такой ореол, влияющий на, то есть, на землю, да, вот такой вот оранжеватый, но усложненный, да, вот если у нас в огне будет более чистый оттенок, то здесь он усложненный и облагороженный. Он влияет на все вот это вот, может быть таким вот, может быть полукругом. Все это располагаться будет. Естественно, что чем ближе к источнику, вот к этому, вот здесь добавляем чуть больше вот этого оранжевого. Так, чуть-чуть с запасом как бы. Вот, и постепенно он как вот гаснет, да, такая вот небольшая растяжка тут идет. Вот, то есть как бы полукруг здесь, где у нас будет пламя, соответственно, больше вот этого оранжевого. И тут постепенно он сходит в такой вот, как ореол такой. Вот. Сюда тоже чуть-чуть. Теперь, значит, вот, я практически без разбавителя просто втер вот сюда вот это вот немножко у меня уплотненного льняного масла, как я говорил, было. Ну, поэтому кисть так плавно скользила по этому всему, ну, потому что по-сухому она обычно не так скользит. Ну, и потом может пожухнуть жир, если не напитать маслом. Вот, теперь я беру вот красный вот кадмий, то есть стремлюсь к максимальному разнообразию. Опять беру, добавляю Марс коричневый. У кого нет Марса коричневого, можно тоже эту умбру добавлять, ну там, в принципе, какую-нибудь коричневую краску. Вот. И вверху я уже делаю не оранжевым, а такими какими-то красноватыми вкраплениями. Уже его усложняю, облагораживаю этот цвет. Чтобы он только не получился раскрашенным. Все тут должно быть так довольно благородно. Вот, обязательно. Этот у нас кадмий, он такой близок к спектральному, да, оттенку, а вот этот Марс, он облагораживающий оттенок. Вот он влияет, это пламя, на всю вот эту зелень и придает им такой противоположный красноватый оттенок, отблеск. Главное вот так в меру все это добавить. И тоже здесь, если внизу я делал в основном как горизонтальное касание кисти, а здесь вот я такими небольшими вторцовываниями его делаю, больше уже вертикальными движениями кисти. Вот это получается такой интересный переход. Смотрите, вот здесь зелень в тени, она начинает играть, все начинает оживать. Картина такая немножко грустноватый оттенок. Вот я хотел ее сделать более такой радостной. И еще дополнительно несколько облагородить цвет. И вот этот участок, который мне казался таким темноватым, слишком большое темное пятно. Я, соответственно, его сейчас разбиваю и по цвету, и по тону. И, как
говорится, тут можно убить 2 зайцев, да? Вот здесь у меня будет пламя, немножко вот добавляю такого чистого оранжевого. Вот. Даже работаю вообще без разбавителя, потому что густой краской, да. Вот он начинает загораться. Аккуратно, не спеша и так размеренно. Чтобы все смотрелось естественно, чтобы он был там в глубине, особо не вылезал. Вот. Лицо у этого валяет такой горячего оттенка. Так, стоп, немножко перебор уже. Вот такой красивый ореольчик получается. Вот окрашивается вся зелень, красноватые оттенки такие. Дополнительный контраст возникает. И теперь красиво нужно написать это пламя, да, костра. Прям уже чистый такой, можно взять цвет вот оранжевый или кадмий желтый, темный можно взять. Уже по этому подготовленному ореолу. Спокойно, все тут, ничего нет. Особо ветра тут нет, просто когда пламя будет подниматься вверх. Получаться в ореоле. Не какое-то там, ну, если мы просто без ореола делаем, просто вот такое приклеенное, да, тут оно в глубине картины у меня получается, и в таком ореольчике. И на воде тоже здесь идет, здесь где находит, чуть-чуть тоже добавим этого оранжевого. Не спеша и деликатно так делать, чтобы добиться максимальной выразительности всего этого. Немножко желтого можно, чтобы по максимуму тут его написать, да. Языки пламени показать. Здесь тоже обязательно вот отблеск такой, более, ну, на воде он будет уже такой более выразительный, да. И теперь нам осталось красивый добавить сюда дым, да, от него идущий. Сейчас
возьмем такую плоскую кисточку. Дым здесь будет, тогда он у нас... Нет, лучше сначала начнем с этой тоненькой синтетики. Здесь он будет чуть теплее. На основе, может быть, охры светлой. Светлый и черный, да? Черный. Тоже мало не спеша, так прицеливаясь, потому что конфигурация этого дыма, она тоже должна быть интересной какой-то. Плавно поднимается вверх. И какую-то нужно ему интересную форму постараться придать. Плавно так раствориться должен в этой тени. Переходит такой сероватый оттенок. Здесь он такой, тоненьким таким участком шел, а здесь он постепенно более такое широкое русло переходит. Но главное сделать его таким прозрачным, чтобы он не глухой был, этот дым, а именно такой прозрачный, такой дымчатый, прозрачный. И здесь он немножко, пускай сюда вот все же ходит, ну, не совсем уж прямо, немножко пусть закругляется в эту сторону. Уже такой серый оттенок. Сейчас вот я как раз возьму уже такую синтетическую кисточку, плоскую, и буду искать его какие-то интересные такие завихрения. Тут можно поискать. Все даже немножко перекрывает этот ствол дерева. Плавно растворить его нужно в этой тени. Он красиво тут туда сел, смотрелся. Заодно разнообразием это такое мало интересно. Ну, не то, что мало интересного было, но такое. Мне казалось, слишком уж много тут темного. А сейчас вот здесь добавим тонального разнообразия. Главное, чтобы он так естественно получился. Здесь он такой более плотный и переходит в более разряженный, может быть, немножко очень тонким слоем. Прямо я его втяну. Сейчас вотру вот туда. Буквально вот так. Пальцем, чтобы он имел, во-первых, очень мягкие границы. Чтобы ничего лишнего не было. Я, конечно, перекрыл немножко ствол дерева, но, как говорится, чем-то приходится пожертвовать. Вот, вписываю его туда мягко.
такой упругий изгиб какой-то придать. Мне интересно, чтобы он не вялый был, а такой какой-то интересную все же форму. Вот это, ну, благодаря вот этой синтетике я могу его тоже, ну, делать плавную границу, да, не резкую границу этого дыма. Немножко еще поточнее. Главное вот схватить его эту вот плотность, да, чтобы он именно был каким-то там снегом, не туманом, а именно дымом. Вот этой кисточкой еще тут обобщаю, сплавляю. Делаю все более тут мягко, без резких границ. Вот, то есть запомнили, да, тут три категории. Здесь он более оранжевый, здесь такой в красноватый, здесь в серый переходит. Ну и сложная задача в том, чтобы все это сгармонировать, чтобы ничего тут, как говорится, не нарушало гармонии, поэтому я вот немножко, где что-то вылезает, немножко пригашу вот таким коричневым, могу приносить мягкие границы. Вот еще немножко здесь пламя так подчеркнул. То есть кисточками плоскими можно так дополнительно лепить тут все. Окружение вот этого огня. Плавно, мягко. Вот здесь только у нас одна резкая граница, да, остальное все смягчайте и гармонизируйте, то есть цвет облагораживайте, чтобы он у вас был такой красивый, благородный. Здесь можно, если уж слишком такая гладкая получается, немножко ее тоже разбить какими-то вот такими касаниями. Вот, добивайтесь, то есть, ну, старайтесь выложиться на 100%, чтобы он именно ожил этот костер, чтобы он заиграл, краски заиграли. Ну и, конечно, сам вот язык пламени. Ну, обязательно надо, чтобы кисточка была только чистая. И такой самой чистой уже краской можно подправлять. Немножко усовершенствовать его как-то. Более выразительную форму. Самый ярко такой желтый сделать центр.
Здесь так поиграть как-то еще цветами. Чередуем мягкие такие касания с более жесткими. Темные с более светлыми. Вот, наверное, так. Еще чуть-чуть, может, уточню. Постепенно, да, когда немножко отвлекаемся, уже видим какие-то неточности, где-то вот больше плотность этого дыма, да, где-то чуть меньше. Здесь вот теплее, да, здесь чуть холоднее. Учитывая нашу теплохолодность и выразительную форму. Как-то интересно все же было этого дыма. Можно немножко так снимать, втирать краску. Вот полупрозрачные эти слои. Вот работа приобрела немножко другое звучание, более такое романтичное. Спасибо за внимание. С вами был художник Александр Милюков.